Ребята, добрый день, приветствую всех на канале. Сегодня очень хорошая погодка, и я считаю, что в такую погоду нужно заняться полезным делом. А именно, я считаю, что уже пора обслужить воздушный фильтр. Пробег перевалил за 1000 после последней поездки. Дороги были пыльные, грейдер, ну и вообще сейчас пыльная обстановка, погода сухая. Поэтому я считаю, что настал тот самый час, когда нужно его обслужить. Ну что, не будем затягивать этот момент, приступим к делу. На данной технике я ее никогда не делал, так что будем разбираться вместе с вами. Единственное, что у меня есть от моей предыдущей техники, это вот такая пропитка. Ну, я думаю, что используем ее и сюда. Пол баллона у меня точно есть. Все, приступим, будем разбираться. Так, первые моменты какие у нас? Откручиваем один шестигранник внутренний, второй, и вот здесь у нас третий. И с той стороны аналогично. Это чтобы доступ к фильтр-боксу у нас был. Поэтому вот эти две пластиковых боковины снимать обязательно. По-другому точно не подлезем. Тут 3 самореза. Ну, не самореза, шурупа. Но это только с наружной стороны. Вот они, видите, внизу находятся. Их тоже будем откручивать. Так что берем шестигранник и откручиваем. Так же самое один. Тут второй. И вот тут руль, если повернем, третий. Так, начинаем. Давайте. Этот. Так вот, такие, довольно-таки тоже качественные, я скажу. Похоже даже на нержавейку, но не факт. Так, чтобы подлезть удобнее было. Откручиваем на перемычке. Второй. И тут третий. Опа, ничего страшного, чуть упал. Все, эту часть давайте потихонечку. Так. А, вот это еще пластиковая, насколько я помню, поворачивается вот так чуть-чуть вверх и снимается. Тоже декоративная накладочка. Тут тоже болтик есть, чтобы вот эту декоративную снимать. Ну и чуть-чуть прикрывает здесь. О, повернем. О, все. Вот видите, на пластиковых есть вот такие защелочки. Они вот ответная часть в раме с резиночкой. Туда защелкивается. И тут небольшой есть тоже защелочка небольшая. Одну сторону освободили. Смотрите, как у нас тут все нормально.
Давайте с этой стороны тоже сразу открутим, снимем. Один. Руль повернули. Второй. Заглушечку кверху сняли, положили. Видите, заглушечки. Какой знак имеет? Очень похож на что-то. Напишите, на что похож. Или это мне только похож. Так, и вот тут третий. Открутили. Вот такая, видите, там перемычка между пластиковыми накладками стоит. Как распорочка. Так, тут тоже тянем, потянем. Вот, выщелкнулось. И тут выщелкнулось. Единственное, что эту накладку полностью, не буду убирать, потому что здесь блочок стоит. Этот блок, насколько я знаю, относится к USB зарядке. Видимо, там схемка какая-то по напряжению. Будет она нам... Нет, вообще-то мешать будет. Давайте я ее откручу, чтобы уже нам ничего не мешало. Там два шурупчика. Как говорится, ничего тяжелого нет в этой процедуре. Один и второй. Все. Будет болтаться. Пускай болтается. Так, все, с этой процедурой все. С двух сторон сняли. Вернемся к нашему аквабоксу. Не аквабоксу, фильтр-боксу. Давайте будем дальше сейчас раскручивать. Даже хочу заострить внимание на сварных швах. Не скажу, что прям вот. Хотя для рамы из металла это нормально. То есть окалено все это. Уже не школьник варил до такой степени, что знаете, как бывают китайские, что пальцы все поскрябаешь, и непонятно, проварено там, не проварено. То есть тут косынками усилено. Все хорошо. Так, дальше придется откручивать фильтр-бокс полностью от рамы и откручивать от впуска. Так, ребят, теперь надо вот эти открутить, десяточки. Опа, с этой стороны. Открутили. И с той стороны аналогично. Я уже не буду камеру туда. Я думаю, всем так понятно. Откручиваем. Все, там такой же десяточка. Опа. Так, что у нас с фильтром? Он свободен. Он свободен, как птица в полете. Но я считаю, что надо его здесь ослабить и снять полностью. Ну а теперь надо открутить нам вот этот хомутик и снять фильтр-бокс с дроссельной заслонки. Я довольно-таки хорошо уже ослабил, не знаю. О, все. Он сразу прям
раскрывается. Ну, давайте покажу. Смотрите. Сам первый раз. Но это вода, это я споласкивал. Вот он, фильтр. То есть, смотрите, здесь вначале стоит такая сетка. Давайте. Вот смотрите. Сетка как дополнительная защита. То есть она чистенькая, ничего. И уже после сетки воздух идет в двигатель. Так что мы имеем здесь не только фильтр, но дополнительную сеточку. Ну ладно, я его потом поставлю, как собирать буду. Сейчас уберем. И вот сам фильтр поролонный. Смотрите, так, вскрываем, да? Ну, визуально есть, конечно, на нем какая-то пыль. Но не до такой, знаете, как мухи, мошки, почки от деревьев, кусочки сена, прочего. Ну, многие видели такую картину. Здесь более-менее все нормально. Пыль, конечно, есть. То есть тоже пропитан. Обрабатывать вот этим составом, что у меня только наружную часть. Сейчас я беру этот поролон, иду домой, мою его, потом уже прихожу, обрабатываю. Так. Надеюсь, с фильтр-боксом все понятно. Вот такой он имеет номерочек. Все. Наша задача вычистить вот этот фильтр. Ребята, процедура номер 2. Нужно помыть фильтр. Где это сделать? Конечно, в ванне. Самая главная часть этой процедуры — это, знаете в чем? Чтоб об этом не знала жена. Берем воды немного. И есть у меня аналог Фейри. Туда вот так. Так. Такими движениями промываем. Вот он чистенький, постиранный, еще мокрый. Я вот так. Сколько таким способом выдавилось воды, больше я на него не воздействую. Все, вода больше из него не выжимается. Он чуть влажный. Сейчас положу, пусть сохнет. Как я говорю, у каждого есть свои способы. Я вот своим способом. Обычно я беру в тепленькой водичке, промываю и все. Сушу, пропитываю. Кто-то там, ну я не знаю. Возможно, есть у бывалых мотоциклистов со стажем. Боюсь даже сказать, с каким стажем. У них может все по-другому. Я делаю так. Фильтр-бокс разобранный. Он чистый, ну, почему лишний раз не промыть? Сюда пыль попадает. Вот здесь, видите, есть песочек. Промою, будет чистенький, пропитаем, соберем, пойдем поставим. Ребята, водные процедуры закончены. Фильтр полностью высох на солнышке. Сейчас очень хорошо, быстро сохнет. Сейчас я его положил. Давайте будем обрабатывать. Вот маркер синий.
закрасили. Пусть полежит чуть-чуть, впитает. И будем ставить. Так, начнем сборку. Так. Укладываем. Чтобы он лежал на своем месте. Чуть-чуть надо края поправлять, чтобы он заскочил в свое место. Все, чуть-чуть со всех сторон смотрим. Все, чтобы его другое прижало, и он ровненько стоял, и нигде никакого у нас не образовалось свища, так называемого, чтобы туда воздух сосало. О, смотрите, сразу потрогал. Рука жирная. Так. Закрывать начинаем. Вот, все, на место сел. Моя ошибка, скажу сразу, что я по месту начал раскручивать фильтр бокс. Это было больше по незнанию сделано, потому что раньше я никогда тут не менял, вернее, не чистил фильтр. Конечно, удобнее это делать, когда уже фильтр бокс снят. То есть его лучше снять, раскрутить, почистить фильтрующий элемент и также собрать и установить. Ну, ничего страшного в этом не вижу. Я его прекрасно и по месту разобрал. Ну, в плане удобства, конечно, вот так удобней. Сейчас я его скручиваю, собираю и устанавливаю. Ну что, начнем. Фильтр бокс полностью у нас готов к установке. Так, ну, ставится. Опять одеваем. Главное, руль, чтобы прямо. Это неудобно. Так. Поправили. Хомутик на свое место там становится. Есть на дроссельной заслонке посадочное место под фильтр. Фаска выбрана, соответственно, туда резинка защелкивается и хомутом затягиваем, притягиваем. Ну, сейчас здесь поставим. Десяточку. Я говорю десяточку. Вообще, может, не это под ключ 10. Сильно затягивать не буду, чтобы вначале все на место стало, а потом уже будем затягивать. Так, теперь хомутик затягиваем внизу. Я его тоже подтяну. Сейчас пойду поставлю второй болтик с той стороны, а тогда уже будем тоже все затягивать. Так, притравим. И с той стороны натравлю. Процедура несложная, как таковая. Конечно, есть и попроще, где
Знаете, иногда хочется себя чем-то занять. Разобрал, все посмотрел, почистил, собрал. Лишний раз инспекцию сделал. Там посмотрел по электрике, что все там разъемчики, все нормально. Поэтому ничего сложного в этом нет. Можете написать в комментариях, вот как вы думаете, что лучше? Система фильтрации такого плана, где мы фильтр промываем, обрабатываем маслом, ставим обратно, или просто обычный сменный фильтрующий элемент, как у машины. Думаю, что тут много, конечно, еще зависит от доступности. Сами знаете, китайцы могут сделать, а потом забыть делать фильтра. У нас есть преимущество. Вытащили, помыли, а то и из поролона вырезали, если надо, такой. Ну, а с другой стороны, мне кажется, сейчас проблем ни с какими фильтрующими элементами нету, сменными. На любую технику можно найти. Как правило, размеры бывают стандартизированы. Один приходится аналогом другому. Даже китайцы там, наверное, берут размеры с каких-нибудь брендовых моделей. Поэтому не знаю. Вроде и так хорошо, и так хорошо. Если бы было сменный, я бы просто сменил. Но его вначале заказать надо было бы. Поэтому такая интересная тема для рассуждения. И прийти к какому-то выводу тяжеловато. Ну и еще, знаете, один такой момент, пока я тут кручу, верчу, можно это пропустить, конечно, а можно использовать как лишний раз, может, пообщаться. Я вот задаюсь вопросом, сможет ли, вот скажем, в ближайшей перспективе электротранспорт вытеснить малокубатурную технику. Или потеснить, даже не вытеснить, а потеснить. Как, ребята, гружу я вас, наверное. Скажите, давай ты быстрее уже собирай и езжай куда-нибудь. Не, ехать сегодня никуда, жарко. Сегодня еще дела. Поэтому завтра, может, поеду куда. Так, смотрите. Эта сторона у нас готова. Пыль тут чуть-чуть. Раз, я... Все, давайте. Одну сторону я с вами собираю, а вторую сторону я уже, ребят, наедине соберу. Просто не вижу смысла лишний раз и вас тоже будете сказать, давай-то побыстрее. Фу, так, давайте одну сторону собираем. Так, защелкнулось сразу. Сюда одели. Сюда одели. Берем сюда. Где она у нас? Так, натравили. Берем наш шестигранничек. Так, супер знак наш. Вставляем. И вот так вот.
Все. Ну, теперь вот эту. Там есть направляющая дырочка такая в пластике. Попадаешь. Выскочила. Выскочил из направляющей. О, опять попал. Надо затянуть сразу, чтобы не выскочило. Ну все. С той стороны аналогично. Собираем. Так что я думаю, ребята, на этом закончим замену. Давайте сделаем тестовый запуск. И вот завелся, работает, свежий фильтр, масло я тоже поменял, уже свежее залито. После поездки сразу приехал, поменял. Так что так. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментарии пишете. Стараюсь всем отвечать, обсуждать. Спасибо за внимание, ребята. До новых встреч. До свидания. Фильтр-бокс уже стоит. И вот я хотел заострить чуть внимание по поводу брода. Какой брод мы можем взять на этом мопеде? Да, я знаю, что у Honda находится забор воздуха практически на уровне багажника заднего. Ну, здесь такое не стали делать. То есть для нас ватерлиния — это вот как раз ребро фильтр-бокса, вот здесь. То есть в этой части уже идет забор воздуха, и он чуть-чуть вниз. Он как раз где-то до середины, где фильтр-бокс, две половинки соединяются. Поэтому вот это контрольная такая, сказать, ну, ватерлиния. Поэтому я думаю, что погрузиться можем как раз вот так. Даже я скажу, если снаружи, тут же у нас панель пластиковая, не видно, да, возможно. Ну, погружаемся по раму. Как бак начинается, дальше уже лучше не лезть. Так что считаю, что вот этот вполне себе доступный брод для нас.